Народ, всем здорово! В этом видео я хочу вам рассказать про свою любимую прошивку для роутеров OpenWrt. Почему она любимая? Потому что она называется, по сути, Wireless Freedom, то есть действительно беспроводная свобода. Мы сейчас все любим свободу, открытый доступ и вообще свободу управления своим роутером, потому что с этой прошивкой, таким мини-портативным Linux, ваш роутер действительно можно назвать мини-компьютером, поскольку мы можем его полноценно использовать. Работать с ним как через внешний вот этот аспект в виде веб-интерфейса Lucy, который вы видите на экране, так и через командную строку, все больше и больше расширяя свои знания. Здесь, в этом видео, мы очень поверхностно пробежимся по веб-интерфейсу Lucy, который представляет достаточно много свободы, информации и настроек. Не говоря уж о том, что можно делать в командной строке. Итак, мы заходим, значит, на 192.168.1.1 и попадаем в такой интерфейс. Это статус, Overview раздел. Здесь мы видим имя вашего хоста, имя роутера, прошивка, которая у вас стоит, версия ядра, сколько он у вас в сети, и вот различные технические параметры. Такой важный параметр, как оперативная память, сколько ее свободно, сколько использовано. Ваш накопитель, да, различные роутеры, у них различное количество встроенной памяти дисковой. Мы видим статус портов, очень полезно для диагностики. Если, допустим, нет интернета, можете увидеть здесь, допустим, link down, да, если это WAN. Видим ваши настройки, которые вы получаете от провайдера. Также, если нет связи, тут нет настроек, значит, вы их не получаете, значит, в первую очередь проблема с провайдером. Видим активные DHCP, собственно, аренды. Какие устройства, какие IP получают. Тут удобно можно нажать Set Static, тем самым зарезервировать, чтобы всегда это устройство получало определенный IP. Видим wireless, ваши точки. Видим устройства, которые подключены к Wi-Fi с их MAC-адресами, правила, которые у вас сейчас активно применяются. Мы видим лог системы, можно увидеть какие-то предупреждения, ошибки, да. Мы видим процессы, которые у вас сейчас запущены, да, например, поскольку это такая Linux-система, тут есть пакеты, которые установлены, они, собственно, висят в памяти. Можно проанализировать каналы Wi-Fi. Вот. А далее раздел «Система». Здесь мы видим время, которое также бывает актуально поставить правильным для корректного обновления пакетов. Здесь у нас, собственно, сервера синхронизации времени. Здесь можем выбрать язык и тему. Кстати, существуют более красивые темы на OpenWrt. Я специально показываю на базовый. Вот. В разделе Administration мы, собственно, можем поменять пароль на вход в роутер. Далее мы можем отключить или сменить порт SSH, то есть подключение для работы по командной строке. Можно сделать доступ по HTTPS, что у меня, собственно, реализовано для безопасного входа внутри локалки. Вот. Далее, собственно, вот этот наш заветный раздел с пакетами. То есть мы видим, что у меня 128 всего памяти, занято из них 69, свободно 26. Вот. Мы нажимаем, допустим, здесь сначала Update Lists. Вот, он некоторое время подгружает из репозитория пакеты. И после этого мы видим, что здесь появились 7547 пакетов, которые мы можем установить. То есть огромное количество, плюс мы можем кастомно подгружать свой пакет в формате IPK, это OpenWrt 24. Но важно, чтобы он был для вашей архитектуры. Например, роутер на Logic 820-830 имеет архитектуру Cortex A53 64, да, то есть для них, для этой архитектуры. Абсолютно разные пакеты. Допустим, если у вас роутер с USB, вы можете установить пакет Samba. Это, собственно, линуксовый файл-сервер, который позволяет, реализовывать сетевые шары, да, то есть вы можете на роутер, на его USB-диск скидывать какие-то данные и иметь к нему доступ из любого, собственно, компьютера, телефона, сети, телевизора, приставки. Вот. Также есть различные, допустим, торрент-клиенты. Например, в OpenWrt самый такой популярный — это Transmission. То есть можно установить Transmission на роутер, собственно, с телефона Transmission Remote им управлять, закидывать загрузки. И это все будет грузиться через торрент на ваш роутер. Он достаточно жирущий в плане процессора и оперативки. Но у меня, допустим, Logic 830, это Asus AX59U у меня роутер. В половину он грузит на пике, но качает 25 мегов в секунду вполне, если это популярный какой-то фильм. Я думаю, что мы сделаем отдельное видео по пакетам. Это пока базово познакомиться, потому что их достаточно много. Функционал очень шикарный, то есть ни одна прошивка не сравнится по функционалу, по кастомизации с OpenWrt. Вот, и, собственно, переходим далее. Далее у нас раздел «Стартап». Стартап — это некое подобие автозагрузки Windows, или, естественно, Linux. Мы видим, собственно, те службы,
те процессы, которые у вас грузятся в систему. Да, то есть DNS-маска — это то, что позволяет выдавать IP-адреса вашим клиентам, ну, DHCP-сервер, да. Можно также прописывать некие команды для кастомной, да, загрузки. То есть здесь, допустим, у меня написано, что добавить перманентную RP-запись это нужно для Wake on LAN, чтобы компьютер будить по сети, чтобы роутер всегда помнил его MAC-адрес. Собственно, вот эти scheduled tasks — это задачи, которые реализует cron, так называемый менеджер задач Linux. Вот, здесь, собственно, у меня, допустим, есть файл-браузер, который перезапускается, есть команда, которая раз в сутки в 5 утра перезагружает роутер. Есть там другие различные моменты. Вот Mount Points — это у меня такая служба, которая позволяет монтировать разделы. Да, в данном случае у меня примонтирован SSD-диск в NTFS. Я заметил, что работает, кстати, быстрее с NTFS на копирование записи. Вот, и, собственно, вот эти все вещи мы видим, что у нас примонтировано из системных и внешних разделов. Он ставится отдельно. Ну, LED Configuration — это мы, собственно, можем управлять цветом индикатора на роутере физическим. Бэкап — полезная вещь. Можно создать текущий архив настроек, Generate архив, или потом восстановить из него. То есть, когда у вас новая прошивка, вы берете этот архивчик, и все настройки, все конфиги он вам возвращает. Но надо понимать, что пакеты, то есть установленные программы, в нем не сохраняются. То есть это чисто настройки. Допустим, какой-нибудь торрент у вас настроен определенным образом, он его сохранит, но потом вам ставить его придется заново. Либо прошить новую прошивку через образ sysupgrade вот в разделе Flash Image. Далее. Ребут, перезагрузка. Здесь у меня установлен подкоп. Это, собственно, средство для маршрутизации VPN. Вот, собственно, строка. Он ставится отдельно. Есть скрипт в интернете. Можете написать IT-doc подкоп и установить. Но нужен роутер 256 и выше оперативки, 128 памяти и выше. И желательно двухъядерный процессор не ниже. Ну да, думаю, что лучше Filogic 820 и выше. ARQ Balance — это пакет, который я использую для более грамотного управления ядрами моего 4-ядерного роутера. Network Shares — это, собственно, вот это Samba, расшаренный ресурс Router Files, кто имеет доступ, какие права доступа, на что он ссылается, на какой раздел. Вот, собственно, так. Ну и Transmission — это торрент клиент, также его настройки. Вот. Раздел Network. Вот, у меня здесь два интерфейса, LAN и WAN. Вот, собственно, надо понимать, что если вы подключены от провайдера напрямую, вот у вас тут настройки провайдера, то LAN, ну, можно любой, да, IP иметь. Если вы подключаете OpenVRT роутер от другого роутера, то обязательно здесь вы меняете IP на отличный. Допустим, у вас главный роутер 0.1 имеет, тогда OpenVRT 1.1. Если там у него 1.1, тут ставьте 2.1. Вот, сохраняете, применяете. Вот, WAN, допустим, если у вас привязка по MAC-адресу от провайдера, здесь в разделе Devices, WAN, Configure можно изменить MAC-адрес. Прописать какой-то свой или бывший MAC-адрес, чтобы сразу получить настройки в этом разделе. Далее, прекрасный раздел Wireless, что означает беспроводное. Ну, классика. Два адаптера, 2.4 и 5 ГГц. У меня Wi-Fi 6 роутер, но он работает на 5 ГГц все равно. Вот, собственно, Wi-Fi у нас 2.4, Edit нажимаем, его настройки, можем поменять канал, можем поменять регион, знаете, что от региона зависит сила сигнала в том числе. Вот, здесь мы пишем SSID, то есть имя сети, здесь мы пишем пароль, тип шифрования, ну, чаще всего 2 PSK самое универсальное будет. VLAN roaming — это, собственно, когда нас интересует меш-сеть. Но это уже такие более сложные вещи, тут нужно его активировать, об этом потом. Вот, и также беспроводной адаптер 5 ГГц. Канал, люди любят 36 канал. Про каналы я вам скажу так. Если вы хотите ширину полосы 80, чтобы, ну, иметь скорость хотя бы полгигабита, да, нужно юзать либо 36, либо 149. В России они разрешены как 36, так и 149. Тогда у вас роутер займет каналы с 36 по 48 включительно, или со 149 по 161, по-моему. То есть такая будет ширина полосы. И вы получите эту самую скорость. Здесь также настройки пароля. Вот. И здесь мы видим, какие устройства у нас также подключены к Wi-Fi. Вот. Собственно, так. Дальше. Роутинг раздел.
Правила маршрутизации какие-то кастомные, если вы хотите добавить, можете указать, да. Дальше у нас DHCP DNS, очень емкий раздел, но полезный. Здесь мы, значит, можем задавать какие-то DNS-записи, создавать принудительные. Мы можем, допустим, использовать встроенный DNS-резолвер или игнорировать его, как в моем случае, потому что у меня это делает подкоп, занимается DNS. Вот. Дальше раздел диагностика. Можно просто диагностировать, например, что будет пинг или не будет. Вот. И дальше раздел Firewall. Тоже объемный раздел. Можно много чего настраивать, но все базируется на зонах. То есть мы видим наша зона LAN, ей разрешается в WAN, да, мы видим, что нам разрешено, да, что запрещено, и входящие, исходящие. Также, то есть из WAN в LAN, да, запрещено. Там, если AVG у вас настроено. Если роутер Filogic, Mediatek, он поддерживает аппаратную разгрузку, очень классная вещь, hardware offloading. Ее рекомендуется включать. Она влияет негативно, если вы используете скрипты типа запрет, если вы используете SQM Quos, управление трафиком, а в целом, допустим, если вы юзаете подкопы, обычную работу, она вам только улучшит ситуацию, она умеет дополнительными ядрами разгружать, собственно, ваш роутер. Также порт-форвардинг, если вы любите поиграть, или там для торрентов, можно пробрасывать порты. Собственно, добавляем, например, имя какое-то придумываем, какой у нас IPv4, допустим, для TCP и UDP запросов, откуда, внешний порт там какой хотите, да, куда приходит план, и на какой внутренний IP, да, выбираем, допустим. Благодарю за внимание, это такой базовый обзор разделов, ну, скажем так, для новичков. Поэтому гуру, пожалуйста, не серчайте. Это именно, ну, для тех, кто вот знает OpenWrt вещь, можно много чего делать. Я поставил, я не знаю, что это за разделы. Собственно, такой обзор разделов я вам и предоставил. Так что всего доброго, развития, технологии свободы, Link of Freedom. Всего доброго.